В продолжении темы нашего позапрошлого ролика, где мы обсуждали слив разговора Ахмедова с Пригожиным, Guardian публикует пересказ тоста Дмитрия Пескова с какого-то предновогоднего ужина с участием культурного и политического эстеблишмента, имевшего место в конце декабря 2022 года. Пока гости выпивали за возврат к нормальной жизни, пока в частных беседах высказывались за скорейший мир, Дмитрий Песков испортил всем настроение, несвойственной ему публичной откровенностью. Полагаю, говорит, вы ждете, что я что-то скажу. Все станет намного тяжелее. Это очень и очень надолго. Как-то участились в последнее время сенсации. Если бы мы верили в конспирологию, то могли бы решить, что кто-то стучит и намекает изнутри подводной лодки. Как-то пытается подать сигнал СОС, привлечь общественное внимание. И такая конспирология, основанная на реальности, даже не была бы абсолютно сумасшедшей. Но дело не в этом совершенно. Дело в накопительном эффекте. Когда два человека шушукаются в углу, этого может еще никто не заметить. Когда 22 человека перетирают за чашкой кофе, не заметить уже сложнее. Ну а когда уже и углы кончились, и кофе выпят, когда на каждой тусовке, свадьбе, похоронах все пьют за упокой своих карьер, состояний и будущего, тогда ты хоть обзапрещайся, обсекреться и обпаранойся, но один черт все будет течь. Кто-то сольет кого-то нарочно, что-то прослушают украинцы, что-то родные чекисты, где-то погреет уши официант. Короче говоря, если какая-то мысль, какое-то настроение охватывает не отдельных людей и даже не отдельные группировки, а прям весь правящий класс, то о коллективном расположении духа рано или поздно станет известно всем, уж будьте спокойны. В истории с Песковым отдельно показательно, конечно, не то, что он сказал, а то, где он это сделал. Как в доме повешенного не говорят о веревке, так на новогодних тусовках не принято сулить апокалипсис. Не принято говорить, что прошлый-то год был говно, но в грядущем вообще вешайтесь все. Когда траурные речи произносятся в рамках праздничных мероприятий, это значит, что молчать уже невозможно. Слишком все очевидно. Чего так боятся эти люди? Об этом интересно поговорить. Во-первых, страхи эти не так уж и очевидны, а во-вторых, они далеко не всегда совпадают со страхами, захватывающими простых россиян. Начнем мы с самого наглядного, с того, что совпадает. Неопределенность – это форма ментальной пытки. Потому что если человек представляет себе будущее, пусть даже и не такое радужное, он может что-то спланировать, предпринять, как-то подстроить свою жизнь. На чем, например, держится существенная часть советской ностальгии? Почему люди ностальгируют по времени, где было объективно беднее, голоднее, где каждый день был одним большим бытовым унижением? Потому что тот СССР брежневского разлива был объективно очень предсказуемым временем, где менялась только цифра на календаре. Да, ты инженер на 100 рублей, и больше не получишь. Ну и меньше тоже. Да, еды, одежды, всего на свете становится меньше, но очень постепенно. Ты знаешь, где и зачем будешь стоять через год, через 2 и через 5 лет тоже. Ты не просто знаешь, в какой санаторий поедешь в свой октябрьский отпуск. Ты знаешь цвет клетчатого покрывала и вкус хлебной котлеты в местной столовке. В какие ясли, в какой детсад, в какую школу будет ходить твой ребенок. Все это известно еще до первого УЗИ. У тебя нет никакого выбора. У тебя очень мало шансов выбраться из колеи. Если ты родился в рабочем городе, то пойдешь на местный комбинат и будешь работать в одном и том же цеху, пока не выпрут на пенсию. Учился в школе хорошо и получил высшее образование, пойдешь инженером. Тебя выгнали на мороз в 8 классе, пойдешь рабочим. Ни в зарплате, ни в потреблении, ни в образе жизни разницы никакой не будет. Вот это пробуждает в людях ностальгию. Время, когда застыло все. Власть, общество, среда обитания. Время, где от тебя ничего не зависело. Где не нужно было ничего выбирать, не нужно было делать ставки и угадывать. Где просто жили день за днем. Ирония в том, что Путин именно это людям продавал долгое время. Продавал себя как нового Брежнева. Продавал новый застой, пресловутую стабильность. Где вечен генсек, а значит и вечно все остальное. Где можно заснуть на 10 лет и не заметить этого. Продавать продавал, но построил нечто прямо противоположное. Государство как коробку с сюрпризом, откуда может выскочить что угодно. Когда каждый день
тебе с одинаковой вероятностью могут сломать карьеру или выписать повышение по службе, дать возможность страшно разбогатеть или приговорить к пожизненному. Когда каждый день ты ожидаешь, то ли тебя расстреляют, то ли наградят. И никто при этом не гарантирует, что все варианты не осуществятся в один день. Это, конечно, парализует волю, потому что у тебя нет шанса подготовиться. Уезжать, все продавать, а вдруг начнут задавать вопросы. Мол, чего это ты такой красивый распродаж тут затеял? Предать нас собрался? А может, все бросить, собрать по квартире, сколько унесешь наличных, вывести в крипту и с тем и укатить в Дубай? Ну а вдруг завтра все как-то само собой вырулит? И будешь ты, как дурак, проедать остатки нажитого, пока остальные будут богатеть внутри? Бежать впереди паровоза и зиговать с двух рук? А если завтра все рухнет? Ты же станешь самым рыжим тогда. Твои же коллеги и друзья тебя первым и денацифицируют. За всех будешь отвечать. Все будут новые должности и деньги делить, а ты в клетке на потехе публики сидеть. Отсиживаться и отмалчиваться – тоже так себе вариант. Черт его знает, до чего ты досидишь и где будешь досиживать. Ведь тоже могут возникнуть вопросики. Дескать, а кто это тут у нас такой самый умный? Кто это у нас тут задумался о будущем? Кто тут в нашей лодке напялил спасательный жилет? Может быть, его утопить превентивно, пока он нас не пустил ко дну? Любое самое верное и самое рациональное решение, принятое в понедельник, может стать самоубийственным уже к пятнице. И не поможет консультационная компания McKinsey. Не поймешь, что делать. Вот истинное значение слова «неопределенность». И это не просто страшно, это сводит с ума. Ситуация, когда режим становится более агрессивным снаружи, но не наращивает репрессии внутри, абсолютно исключена. Такого просто не бывает. Долгое время было так. Случайных людей упекают на долгие годы за комментарии ВКонтакте, но элита неприкосновенна. Более того, всячески обласкана. Ну, кроме редких отдельных исключений. Но понятно, что такая идиллия не может продолжаться вечно, особенно в условиях войны. Спецслужбы жестко замотивированы искать предателей и шпионов, вычищать крамолу и ересь. Семейная пара, что-то громко сказавшая в ресторане, пассажир метро с антивоенным содержанием телефона, школьница с рисунком. Это повседневный корм для силовиков среднего и нижнего звена, но для верхушки это просто статистика. И взять с этих несчастных жертв нечего. И не выдашь ты Вентилова студентке с плакатом «Миру мир», даже будь она обезврежена по высшим контртеррористическим стандартам за предотвращение реального заговора. Чем больше будет всякого недовольства в элитах, всяких разговорчиков в строю, с одной стороны, и чем больше будет паранойя Путина, шпиономания и поиск заговоров с другой, тем чаще наличную и вымышленную реальность начнут использовать для всего и сразу. Для шантажа, для сведения личных счетов, для борьбы за место в системе, для усиливания силового аппарата. И, конечно, будут давить по полной программе в борьбе за коммерческие интересы и контроль над активами. Когда мы узнаем о неосторожных словах чиновника или олигарха не из утечки, а из материалов уголовного дела, это только вопрос времени. Силовая машина не может просто взять и остановиться. Тем более в разгар фестиваля по освоению государственного бабла. Когда можно уничтожить любого конкурента, зачистить кого угодно и отжать что угодно, убрать любую помеху на пути государственных миллиардов, всего-то убедив одного параноика, что это самая ваша помеха – предатель, заговорщик и шпион. А как мы сейчас понимаем, компроматец-то на каждого лежит. Чтобы предсказать будущую активность спецслужб, чтобы определить рамки репрессий, каннибализма и взаимного уничтожения внутри системы, чтобы понять, в каком моральном состоянии находится элита, задайте себе вопрос, сколько был бы готов заплатить и что готов был бы отдать, кого бы сдал и кого бы оклеветал Пригожин просто для того, чтобы известная запись не была опубликована. Причем для элит страх репрессий более рационален, чем для простых граждан. Да, мы каждый день видим заголовки об уголовных делах по все более абсурдным поводам и о вынесении приговоров все более конским строкам. Но давайте будем честны. Каждый день тысячи людей в московском метро читают или смотрят что-то антивоенное со своих смартфонов. О случае подобного доноса мы знаем только один. Каждый день люди в своих соцсетях наговаривают себе как минимум на штраф, если вообще сразу не на срок. Таких материалов с начала войны накопилось сотни тысяч и миллионы. Каждый день на школьных уроках, в ресторанах, в курилках, в такси люди обсуждают войну и высказывают неосторожное о ней мнение. В России миллионы потенциальных подозреваемых и без 5 минут осужденных.
Сколько народу попало, однако, под уголовные статьи о фейках и дискредитации? По подсчетам Павла Чикова, менее 200. Реальный шанс угодить под серьезную статью, обратить на себя особое внимание силовиков и доносчиков в этом море общественных дискуссий вообще-то ничтожен. Но и ничтожного шанса достаточно, чтобы все были в ужасе. А вот ребят наверху реально немного. А российская элита — это несколько тысяч человек. Они все на виду. За каждым можно следить персонально. И если для обычного гражданина, не селебрити и не топового блогера или журналиста, уголовное дело за антивоенную позицию — это настолько же вероятно, как травма от падения метеорита, то этих будут прессовать и раскулачивать персонально. Вот тут-то страхи общества и элиты и расходятся. Потому что в обществе, к сожалению, сейчас обсуждают сугубо гипотетические, а чаще и вовсе фантазийные последствия войны, типа развала страны, например. С чего вдруг он случится? Как одно связано с другим, совершенно непонятно. Но есть вполне реалистичные последствия, которые уже давно наступили, о которых нельзя не думать, которые невозможно не замечать. Например, прямо сейчас появляются сотни тысяч людей, которые, с одной стороны, имеют боевой опыт и навык решать вопросы оружием, а с другой не могут быть довольны текущим положением дел. Прямо сейчас российское государство эти сотни тысяч людей бросает в самоубийственные атаки. Оно разворовывает их обмундирование и еду, заставляет ездить на танках прадедов, которые еще и не стреляют, а еще и бесконечно врет буквально обо всем. Сотни тысяч людей каждый день видят, как вокруг них гибнут сослуживцы. Гибнут из-за тотальной некомпетентности, глупости, вранья, воровства, бесконечной пропаганды. Эти люди открывают ящики со снарядами и видят там гниль. Они, на чем свет стоит, кроют генералов, разменивающих их жизни ни на что, на возможности дальше занимать свой пост, а значит и дальше на нем воровать. Даже внешние наблюдатели, вроде нас с вами, слишком многое узнали о российском государстве за эти 13 месяцев. А теперь представьте ощущение солдат, для которых ржавые автоматы, безразличие офицеров, гнилая униформа и просроченная еда — это не строка в статье и не ролик в Ютубе, а жизнь их повседневная. Какого мнения эти люди о государстве, которое их предало? Которое отдало их генералам, не знающим другой тактики, кроме мясных атак? Какого мнения они об этих рублевских Версалях, суперяхтах и прайвет-джетах, купленных не за счет абстрактных денег абстрактных налогоплательщиков, а за счет их физического выживания? За счет того, что им просто есть нечего. За счет того, что их как в тире расстреливают. За счет их обморожений и голода. Этим людям сложно сочувствовать. Они оккупанты на чужой земле. Но это не делает их менее значимым и менее опасным вызовом для российских элит. Ведь с моральной правотой за плечами можно многое пережить. Но когда ты в таких условиях еще и на бессмысленной захватнической войне, то это твое настроение точно не улучшает. И у этих людей уже есть свои лидеры, которые выражают все эти настроения. Да, мы считаем условного Гиркина-Стрелкова клоуном, но так вовсе не считают ни люди в окопах, ни люди наверху. И люди наверху правильно делают. Ведь когда вы систематически издеваетесь, унижаете, обворовываете свою армию, когда вы затыкаете собственные провалы за счет людей с оружием, когда вы врете этим людям в лицо, рассказывая о великой военной мощи и удовлетворении всех потребностей, когда вы относитесь к ним как к мясу, одновременно попивая винцо по цене 3 бронежилетов, когда ситуация не сможет вечно находить выход лишь в форме плаксивых видеообращений. Ведь эти обращения записывают не студенты-хипстеры и не провинциальные пенсионерки, которых можно безнаказанно отмудохать Росгвардией. Это люди, у которых в руках есть финальный аргумент в любых переговорах – автоматическое стрелковое оружие. Не страшно, пока это недовольство атомизировано. Бороться с локальными бунтами на местах нет большой проблемы. Но недовольство на местах со временем перерастает во всеобщее, обретает своих популярных выразителей. И тут остается один вопрос. Когда выразители недовольства станут организаторами и вождями? Когда они скажут: «Друзья, путь на Бахмут лежит через Барвиху. Там наша форма, там наши буржуйки. Там живут генералы, которым дешевле и проще убивать вас, чем противника. Наши снаряды в золотых ёршиках, в золотых хоромах.
Именно оттуда их надо забрать. Этот страх кажется малореальным. Но на деле, когда у тебя с одной стороны нищая, голодная и униженная армия с нулевой ценой солдатской жизни, а с другой стороны элита, которая не то что не собирается умерить аппетиты и как-то скрыть внешние признаки сверхпотребления, а наоборот, тащит втрое больше и жрет в 3 горла у всех на виду, так вот, это называется предреволюционная ситуация. Правда, это будет не та революция, которую все себе фантазировали, не мирные митинги с остроумными плакатами, не та ситуация, где кого-то из российской верхушки будут уговаривать, торговаться, договариваться, а та, где вооруженные люди, о которых бесконечно вытирали ноги, просто придут и нахер всех расстреляют. Чем дольше идет война, чем больше людей в нее вовлекаются, тем драматичнее растет шанс именно такого исхода. Но хуже всего то, что все понимают. Понимают, что система, стоящая на пропаганде и вранье, построенная мелкими жуликами, преуспевшими только в понтах, такая система просто не способна ничем ответить на такой вызов. Мелкие жулики не воюют с вооруженными отморозками. Отморозков результатами электронного голосования не впечатлишь. Ломать шеи они будут олдскульным физическим способом. Список угроз и вызовов, которые мы привели, конечно, не полностью, описывает картину мира внутри элит. Чем выше сидят люди, тем больше они могут потерять. Чем ближе ассоциированы с этим режимом, тем больше на них ответственности. Тем сильнее они боятся вообще всего. Тем более невероятен для них шанс светлого будущего почти при любом исходе. Но хорошая для нас новость в том, что большинство за год так и не смогло продать себе происходящее как норму. Если принять за правду новую концепцию вечной войны, пришедшую на смену захвату Киева за 3 дня, то сводится она именно к нормализации. Путин говорит и гражданам, и элитам: живите как жили, пусть все идет фоном, побед у меня для вас нет, поражения я потерпеть не могу, пусть эта война станет новым коронавирусом, цепляем маски на подбородок, покупаем справку о вакцинации, знаем, что война где-то есть, но это совершенно не важно, зарабатываем бабки и молчим в тряпочку. И кажется, что год — это хороший срок, чтобы все привыкли к новой нормальности. Но пока выходит строго наоборот. Да, в самом начале все шагали плюс-минус строем, но к началу 2-го года побеждает не искомое безразличие, а страх и раздражение. Причем столь стремительно, что уже не скроешь. У Путина не получилось ни выиграть войну, ни нормализовать ее. Потому что война слишком ненормальна, слишком опасна, слишком непредсказуема, слишком страшна, в конце концов. И очень хорошо, что понимание этого есть разом у всех. Я говорил в ролике позавчера и скажу еще раз. Если вы находитесь в России, вам важно помнить, что так же, как вы, думают и примерно все остальные. Шумные родственники, зигующие на семейных ужинах, конечно, существуют. Но если посмотреть объективную картину, война не нравится примерно никому. И чем ближе человек к верху российской социальной пирамиды, тем меньше нравится ему происходящее. Как мы узнали недавно, люди даже из самой верхушки кроют Путина такими словами, которые даже я произносить не люблю. Очень важно понимать, несмотря на все убеждения пропаганды и все рассказы про неправильных русских и историческую предопределенность, в реальности человек, с которым вы столкнетесь сегодня в лифте или в курилке, скорее всего думает так же, как и вы. И чем выше ваша позиция, тем выше эта вероятность. Происходящее ненормально, и это все понимают. До завтра.